Преданные, которые неустанно служат пальцем лотосных стоп Господа, с легкостью разрубают тугие узлы желаний, связанных с кармической деятельностью. Что же касается непреданных, гьяни и йогов, то хотя они и пытаются остановить волны материальных желаний, сделать это так трудно, что все их попытки оканчиваются неудачей. Поэтому последуй нашему совету, занимайся преданным служением Кришне, сыну Судева. Комментарий. Трансценденталисты, то есть те, кто пытается преодолеть влияние гун материальной природы, делятся на три категории – гьяни, йогов и бхакти. Все они пытаются обуздать порывы своих чувств, которые сравнивают с волнами, непрерывно бегущими по реке. Речные волны набегают одна на другую, и остановить их практически невозможно. Так и волны материальных желаний столь сильны, что остановить их можно только с помощью бхакти-йоги. Занимаясь трансцендентным преданным служением лотосным стопам Господа, бхакты постоянно испытывают трансцендентное блаженство, так что материальные желания уходят от них сами собой. Гьяни же и йоги, не привязанные к лотосным стопам Господа, тратят все свои силы на борьбу с волнами материальных желаний. В этом стихе Санат Кумар называет их риктаматая, что значит те, кто не занимается преданным служением. Иными словами, хотя гьяни и йоги пытаются избавиться от стремления к материальной деятельности, фактически они все больше запутываются в своих псевдофилософских рассуждениях или тщетных попытках прекратить деятельность чувств. Ранее в Бхагаватам говорилось «Васудеви Бхагавати Бхакти Йога Прайоджита Джанят Шашувай Радьям Гьянам Чая Дахайтукам». Но то же самое подчеркивает в этом стихе Санат Кумар Баджа Васудевам. Тому, кто с любовью и преданностью служит Кришне, сыну Васудевы, нетрудно остановить волны материальных желаний, тогда как все попытки остановить эти волны искусственными способами обречены на неудачу. Об этом и идет речь в данном стихе. Желания, связанные с кармической деятельностью, пустили в нашем сердце очень глубокие корни, но деревья этих желаний можно выкорчевать, занимаясь преданным служением Господу, так как преданное служение пробуждает в живом существе более возвышенные желания. Отбросить низменные желания может только тот, кем движут желания более высокого порядка. Остановить поток желаний невозможно, поэтому, чтобы не оказаться во власти низменных желаний, нужно развить в себе желание постичь Всевышнего. Гьяни стремятся слиться с бытием Всевышнего, но такое желание тоже кама или вожделение. Так же, как и желание йогов обрести мистические силы. В отличие от них, бхакты не ищут материальных удовольствий и потому очищаются от материальной скверны. Они не пытаются избавиться от желаний искусственными способами. Для тех, кто укрылся под сенью пальцев лотосных стоп Господа, желание становится источником духовного блаженства. В этом стихе кумары говорят, что лотосные стопы Господа Кришны являются неиссякаемым источником наслаждения. Поэтому все мы должны укрыться под сенью лотосных стоп Господа, прекратив бесплодные попытки избавиться от материальных желаний. Пока человек не избавится от стремления к материальному наслаждению, он не сможет освободиться из материального плена. Нам могут возразить, что пока река течет, ее волны невозможно остановить, но река несет свои воды к морю. И когда волна прилива захлестывает реку, она поглощает речные волны. Подобно этому у преданного, наделенного разумом, в голове теснится столько замыслов, связанных со служением Господу, что волны стремления служить Господу в сознании Кришны захлестывают тихую заводь материальных желаний. Ямуначарья говорит, что с тех пор, как он начал служить лотосным стопам Господа, поток желаний, связанный со служением Господу, не иссякает, полностью подавляя в нем затхлое желание плотских утех. Ямуначарья говорит даже, что при одной мысли о сексуальных отношениях он с отвращением сплевывал. В Бхагавад-гите 2.59 также сказано «Парам дриштва нивартате». Итак, развив в себе желание с любовью служить лотосным стопам Господа, мы избавимся от материальных желаний, связанных с удовлетворением чувств. Ятхада панкаджа палашу виласа бхактя карма шавам гратитаму гратаянти санта тадвана рикта матайо ятайо пирudha свато ганастаманам баджава судевам. Преданные, которые неустанно служат пальцем лотосных стоп Господа, с легкостью разрубают тугие узлы желаний, связанных с кармической деятельностью.
Что же касается непреданных деяний и йогов, хотя они пытаются остановить волны материальных желаний, сделать это так трудно, что все их попытки оканчиваются неудачей. Поэтому следуй нашему совету, занимайся преданным служением Кришне, Сыну Васудева. Here's Sanat Kumar speaking to Prithu Maharaj. Так здесь Санат Кумар обращается к Притху Махараджи. Prithu Maharaj, of course, is actually a Saktavesha avatar. На самом деле Притху Махарадж Шактивеша аватар. And so are the Kumaras, they're also Saktavesha avatars. И то же самое относится к Кумарам, они Шактивеша аватар. So this is a dialogue, conversation between very highly elevated personalities. То есть это диалог, это беседа между очень возвышенными душами. Saktavesha avatar means a jiva who is empowered by the Lord for a specific function. Шактивеша аватара это означает джива, которая получила от Господа особые полномочия ради определенной миссии. Prithu Maharaj was empowered by the Lord to rule over the earth after the impious rule of King Vena. И царь Притху, он был уполномочен Господом править землей после неблагочестивого царя Вены. See, King Vena, he mistreated Brahmins and declared that the king is worshipable. Everyone worshipped the king instead of worshipping the Lord. Царь Вена, он эксплуатировал браманов, плохо с ними обращался и говорил, что вы должны поклоняться царю вместо того, чтобы поклоняться Господу. It's true that the king is considered a representative of the Lord, but so are the Brahmins. И это действительно так. Царь считается представителем Господа, но также и браманы являются представителями. They have to cooperate together. И они должны сотрудничать вместе. The king has to listen to the Brahmins. Царь должен слушать браманы. Because his energy is, so much focused on administration. Дело в том, что у царя все силы, вся энергия сосредоточена на управлении. The Brahmanas, their energy is concentrated on worshipping the Lord, studying the scriptures. А энергия браманов сосредоточена на поклонении Господу, изучении Писаний. So their function in society is to educate the other members of society about spiritual life. Их функция, их предназначение в обществе – это давать образование другим членам общества в отношении духовной жизни. So, King Vena, he had a wrong conception of how they should interact. И у царя Вены было неверное представление о том, как они должны взаимодействовать. He wanted to repress the Brahmanas. Он хотел подавлять браманов. And to, exalt or elevate the king. И возвысить положение царя. So this is very dangerous in society, and it caused a lot of chaos. И это очень опасно для общества, и это привело к хаосу. Eventually, the Brahmins, they warned him that he should rectify his behavior. В конце концов, браманы, они предупредили его, что ты должен перестать так действовать, исправиться. And when he didn't rectify, then they decided to get rid of him. Когда он не исправился, они решили избавиться от него. They were very powerful in those days, the Brahmanas. В те дни браманы обладали великим могуществом. So their curse was, so potent. They cursed him to die, and he died. Их проклятие было настолько сильным, что они прокляли его на смерть, и он умер. But then the situation became even worse. There was no king, and rogues and ruffians flourished. Но затем ситуация стала еще хуже, потому что царя не было, и начал процветать разбой и воровство. So then King Prithu appeared. The Lord himself empowered that particular jiva with his own potency. Когда появился царь Притху, Господь дал особое могущество этой дживе в теле царя Притху, наделяя ее своим могуществом, своей силой. And he became a very exemplary ruler. И этот царь Притху стал идеальным правителем. And the first and foremost
good quality was that he was very, very respectful to the Brahmins and the devotees. Первое его выдающееся качество в том было, что он с уважением относился к браманам, преданным. The Kumaras, they were the boy sages who were empowered with transcendental knowledge. А кумары это были мальчики, мудрецы в телах мальчиков, которые были наделены трансцендентным знанием. When they came to visit Prithu, he showed all respect to them. Когда они пришли на визит к царю Притху, он выразил им всяческое почтение. Washed their lotus feet, sprinkled the water on his head and the heads of the family members. Он умыл их лотосные стопы и окропил этой водой свою голову и голову членов своей семьи. And inquired from them very submissively. И он смиренно спросил у них. So these are the recommendations we find that Krishna gives in the Bhagavad Gita. И мы видим, что вот эту рекомендацию Кришна дает в Бхагавад-гите. Tad vidi pranipatina pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninat tad padarshana. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Господь Кришна говорит, попытайся постичь истину, обратившись к духовному учителю. Render service to him and inquire from him submissively. Служи ему и смиренно вопрошай его. The self-realized souls can impart knowledge to you because they have seen the truth. И постигшие себя души могут наделить тебя знанием, потому что они увидели и узрели истину. So service and submission. Prithu Maharaj exhibited this behavior in relation to the Kumaras. Как Притху Махарадж именно по отношению к кумарам и вел себя так, он служил им и смиренно вопрошал. And this, of course, was pleasing to them. И это им очень было приятно. It's pleasing to Krishna also. Это также приятно Кришне. And therefore they were inspired to speak on spiritual life. Поэтому они почувствовали вдохновение говорить о духовной жизни. So here is a very relevant and very powerful instruction being given by the Kumaras, especially here Sanat Kumar. Здесь особенно, то есть Кумары, особенно Санат Кумар дает очень мощное такое сильное наставление. And he's explaining the importance of engaging in a devotional service of the Lord. Он объясняет могущество, силу преданного служения Господу. In the material world, living entities are very much attracted by material sense enjoyment. В материальном мире живые существа очень сильно привлекаются материальными чувствами удовольствия. Which entangles them in the workings of karma. И тем самым они запутываются в хитросплетениях кармы. And like that they become bewildered and covered over by the lower modes of passion and ignorance. И из-за этого они погружаются в иллюзию и их покрывают буйные страсти и невежество. Which can lead to birth in lower species. Что может привести к рождению в низших формах жизни. So therefore it's a perplexing problem for human beings how to avoid engaging in sense gratification and passion and ignorance. Поэтому это сложная проблема для живых существ, как избежать вот этой вот занятости, деятельностью буйных страстей и невежества. So they try in different ways to avoid that. И живые существа, они всячески пытаются избежать этого. At least those who are intelligent. По крайней мере, разумные существа. So we find that there are Gyanis and Yogis. There are two categories of transcendentalists. Мы видим, что есть гьяни и йоги, есть две категории трансценденталистов. There's three categories, but there are two of them. То есть есть на самом деле три категории, но вот гьяни и йоги это две категории из них. Devotees are the other category. Третья категория это преданные. But the Gyanis and Yogis, they're trying to avoid material sense gratification. Гьяни и йоги, они пытаются избежать материальных чувственных удовольствий. They recognize that we're all spirit souls. Они признают, что мы все вечные души. That material sense gratification leads one into a troublesome position. Но материальные удовольствия, они приводят человека в бедственное положение. To more and more entanglement in
laws of karma and repetition of birth and death. Из-за этого человек, живое существо, оно все больше запутывается в законах кармы, в круговороте рождения и смерти. So they try to stop activities. И они пытаются прекратить деятельность. At least the gyanis, or those who are aspiring for Brahman realization, they try to stop all activities. По крайней мере, гьяни, те, кто стремятся осознать Брахман, они пытаются остановить всякую деятельность. Sense gratification causes bad reaction, therefore better stop everything. А чувственные удовольствия, они приводят к плохим последствиям, поэтому они решают, что лучше нам вообще прекратить всякую деятельность. And merge into Brahman. Слиться с Брахманом. Because we are spiritual by nature. Ведь мы по природе духовны. But it doesn't work. Но это не работает. The living entity is active by nature. Потому что живое существо, оно активно по природе. Prabhupada mentions how the impersonalists, the Gyanis impersonalists, they give example. Прабхупада, он упоминает, что гьяни и персоналисты, они приводят такой пример. They say a living entity is like a clay water pot. Они говорят, что живое существо, оно подобно глиняному горшку для воды. When it is empty and you hit it with a stick, it makes a lot of noise. Когда горшок пустой, если ударить по нему палочкой, то он издает много шума. And when it is full and you hit it with a stick, then no noise. Если же он наполнен водой и вы ударяете по нему палочкой, то вы не слышите никакого звука. Is it a good example? Хороший пример. Is it a good example? Хороший пример. Да? Yeah? Непонятно. Ясно. Why you think it's a good example? Почему думаешь, хороший пример? Я к себе привожу. Well, the analogy is not clear. They say that when a living entity is without spiritual knowledge, he makes a lot of noise, he's always talking and acting. Ну, почему эта аналогия не ясна? Потому что они объясняют, что когда живое существо, оно лишено духовного знания, не имеет духовного знания, то оно издает много шума. Оно что-то действует, что говорит, много действует. But when a living being is full of spiritual knowledge, stops acting. Но когда живое существо наполнено духовным знанием, оно прекращает деятельность. So would you apply that to yourself? Вы можете это к себе применить? Would you say that? Можете так сказать про себя? Не про себя, а могу сказать, что я к этому стремлюсь, чтобы вот именно привести какое-то успокоение, чтобы не было много шума. The thing is that, well, it's good to be peaceful, of course. It's good to be, sattvic and not majestic, to be in the mode of goodness and not in the mode of passion. Это хорошо, конечно же, быть спокойными, быть больше в гуне саттвы, в гуне благости, нежели в гуне страсти. But still, I mean, even if you're spokojna, I mean, even if you're peaceful, still you do activities, right? Тем не менее, даже если вы спокойны, вы же все равно совершаете деятельность. You talk, right? Говорите. I mean, you try to do things in a nice way. Вы что-то хорошее хотите сделать, что-то пытаетесь хорошее делать. Right? You don't try to stop everything. Вы не пытаетесь все прекратить. Because it's not possible. Потому что это невозможно. So, Prabhupada explained that this example is not a good example. Прабхупада объяснил, что это пример не хороший пример. Because a living entity is not like a static object, like a water pot. Потому что мы, как живые существа, мы не являемся статичными объектами, подобными горшку. The living entity is energetic, is dynamic. Потому что живое существо это нечто очень энергичное, динамичное. And we are going to act in one way or another. Мы в любом случае будем действовать либо так, либо это. So yes, I mean, action in goodness is better
than action in passion or ignorance. Так что действие в благости не лучше, чем действие в невежестве и в страсти. Definitely we should endeavor to avoid activities in ignorance and passion as much as possible. Мы определенно должны избегать деятельности в страсти и невежестве, насколько это возможно. But still, we are obliged to act. Но тем не менее мы вынуждены действовать. So that the process then of the jnanis of trying to give up activity and merge in Brahman, it's not practical. Поэтому вот этот способ гьяни, который пытаются избежать всякой деятельности, он не практичен. Prabhupada, he mentions how some of these jnanis and personalists, they go to the Himalayas for meditation and they try to stop all activities. Прабхупада объясняет, упоминает этих гьяни, он говорит, что они пытаются, некоторые из них, они пытаются отправиться в Гималаи, занять себя медитацией и прекратить всякую деятельность. But after some time they become bored. Но через некоторое время им становится скучно. And they come back to the cities again Они снова to do some pious work, welfare work. возвращаются в города, чтобы заниматься какой-то благочестивой, благотворительной деятельностью. But he said, I mean, if they're satisfied in this merging in Brahman, why they come back to the platform of activity again? Но он сказал, что если они удовлетворены на своем уровне Брахмана, то зачем они тогда возвращаются снова на материальный уровень? I mean, it's nice they're doing some pious work, but that means they've come back to the material platform, mode of goodness. Это хорошо, что они занимаются какой-то благочестивой деятельностью, но о чем это говорит? О том, что они снова возвращаются на какую-то материальную гуну благости. And that also leads to rebirth. И это также приводит к перерождению. In the mode of goodness. Они получают рождение в гуне благости. So, and the mystic yogis also, I mean, they also try to avoid gross material sense gratification. И йоги, которые следуют мистическим путем, они также пытаются избежать каких-то грубых чувственных удовольствий. They especially try to develop subtle mystic powers. Они пытаются развить тонкие мистические способности в себе. But very easily they become proud of that. Но они с легкостью начинают этим гордиться. Prabhupada describes a story of one yogi. He went away from his village and he learned how to walk on water. Прабхупада описывает историю одного йога, который ушел из деревни и научился ходить по воде. And came back to his village and showed his mystic potency. И он вернулся в свою деревню, чтобы продемонстрировать свою мистическую силу. So the villagers were bowing down and showing him so much respect. И те деревенские жители, они кланялись ему, выражали ему большое почтение. But one devotee boatman, he was not impressed. Но один преданный лодочник, на него это никакое впечатление не произвело. And the yogi asked him, why you not recognizing my powers? Йог спросил, почему ты не признаешь мои способности? And the devotee said, well, you spent so many years learning how to walk on water, but I can give the same thing for a few paisa. If you get in my boat, I can also take it. И этот преданный лодочник сказал, ты столько лет своей жизни потратил для того, чтобы научиться ходить по воде, а я то же самое могу делать за несколько пайс, перевозить людей на другой берег. He was not impressed. То есть на него это не произвело впечатление. It's just a subtle material power. Просто тонкая материальная сила. There's also a story about a great devotee called Rasikananda. Есть также такая история про великого преданного Расикананду. He was, do you know Rasikananda? Have you heard? Вы слышали Расикананду? Who is Rasikananda? Кто такой Расикананда? It's a great Vaishnava saint from Vaishnavism. He lived after in the times of Lord Chaitanya, and he displayed wonderful miracles, many miracles. He is a little bit after Lord Chaitanya. Yeah, after. Он жил после Господа Чайтаньи. He's a disciple of who? Do you know? Он чей ученик, помните? Кто-то помнит? Yeah. He's a disciple of Shamananda. Ученик Шимананды. You would have heard of the three great Vaishnavas. Вы, наверное, слышали про трех великих вайшнавов.
Shamananda, Srinivasa Acharya, and Narottam Das Thakur, they went to Vrindavan to study under Jiva Goswami. Они отправились во Вриндаван, чтобы изучать шастры под руководством Джива Госвами. So Narottam and Srinivas were from Bengal, and Shamananda was from Orissa. Наротам и Шринивас они были из Бенгалии, а Наротам из Орисы. So Rasikananda also is from Orissa. И Расикананда тоже из Орисы. Orissa, you know, it's a state of India. Ориса это штат Индии. Where Jagannath Puri is situated. Где находится Джаганнатх Пури. So Lord Chaitanya, he appeared in Bengal, but then he made his, after sannyas, made his headquarters in Puri in Orissa. Господь Чайтанья, он явился в этот мир в Бенгалии, но после того, как он принял саньясу, он сделал он поселился в Джаганнатх-Пури в Орисе. So Rasikananda then, he was in his ashram one day, there in Orissa. И Расикананда в Орисе находился в своем ашраме однажды. And one mystic yogi came to that area. И один йог-мистик пришел в эту местность. And he knew how to sit on a broomstick and fly. И он умел садиться на меху и летать. Like witches do. Как делают ведьмы. Here in Russia they do. So in Russian tales we have Baba Yaga. Yeah. She flies. Yeah. Is she a witch or no? She's Baba Yoga. She's a yogi. Yogini. Yogi. So yeah, he was like that, and he was flying around that village and around the ashram of Rasikananda, trying to show off. Такой йог, он пытался там летать вокруг, по деревне, вокруг ашрама Расикананды, демонстрируя ему свои способности. Rasikananda was cleaning his teeth with a twig. Расикананда, он чистил зубы палочкой. You know that in India they didn't really, in the old times they didn't have toothbrushes and toothpaste. В Индии в былые времена не было зубных щеток и зубных паст. Even Prabhupada, you know, he liked to clean his teeth. Даже Прабхупада любил палочкой чистить свои зубы. Often in, you know, Prabhupada, even when he was in the West, he would clean his teeth with a twig. Даже когда он был на Западе, он чистил зубы палочкой специальной. Definitely when he lived in Vrindavan, Конечно же, когда он жил в Вриндаване, то же самое делал. Once Prabhupada was walking in a park in London. Однажды Прабхупада гулял по парку в Лондоне. And he asked the devotee, you know, get some twigs from the tree. И попросил одного преданного сорвать веточек с дерева. So the devotee was taking a few twigs, and the park warden came and chastised him, stop this. И преданный начал ломать веточки на дереве, и какой-то там охранник этого парка, он прибежал, начал кричать, ну прекратите это делать. And then Prabhupada, he said, you know, they have stolen so many treasures from India, they won't even let us take a few twigs. И Прабхупада сказал, они столько сокровищ утащили из Индии, а при этом не разрешают нам сорвать несколько веточек с дерева. Anyway, the Rasikananda was cleaning his teeth, and that yogi was flying around, but Rasikananda didn't pay any attention. Так иначе Расикананда чистил палочкой зубы, этот йог пролетал вокруг него, но Расикананда не обращал на него внимания. And he flew closer and closer. Йог приближался все ближе и ближе. Just to impress him. Чтобы просто похвастаться, чтобы он его заметил. But then Rasikananda, after finishing cleaning his teeth, himself sat on the twig and began flying around. Расикананда, когда он закончил чистить зубы, палочкой сам сел на эту палочку и начал летать. So some of the great devotees, they also have great mystic powers. У некоторых великих преданных также есть такие великие силы. But they haven't endeavored separately to develop them. Но они не прилагали отдельных усилий, чтобы их развивать. If Krishna gives them, you know, some mystic power due to their devotion, they may use it, but generally they don't display that. То есть благодаря преданности Кришна может дать им эти силы, но, как правило, преданные их не демонстрируют. Similarly, ecstatic symptoms devotees may feel, but often they don't exhibit, you know. Также иногда часто преданные испытывают экстатические какие-то переживания, но они часто их не демонстрируют. Anyway, so these mystic power, they're just a subtle mystic
subtle material powers is a kind of subtle sense gratification. Вот эти мистические силы, это такое тонкие материальные силы, это такое тонкое материальное наслаждение. And generally, modern science may also emulate these type of powers. И современная наука, она также способна повторять подобные силы. Just like entering deep into stone. Как, например, проникать глубоко в камень. Or flying, and we have airplanes. Летать, у нас есть самолеты. So it's not so important these things. То есть все эти вещи не столь важны. And a person may easily become affected, proud, or want to take advantage of others due to these mystic powers. Ну и под влиянием этих мистических сил человек может легко возгордиться, начать высоко смотреть на других. And also not practical for the common man. И также это не практично для большинства людей. Generally, the common man, he has desires and he wants to be active and work. Обычно, такой среднестатистический человек, у него есть желания какие-то, он хочет быть активным, работать. So the idea of bhakti is not to repress the tendency to desire and work. И смысл бхакти в том, чтобы не подавлять его желание деятельности. But to allow one to desire and work in a Krishna conscious way. Но позволить ему желать и действовать в сознании Кришны. So that his desires and his work, they are connected to Krishna, which means they are spiritual. Чтобы его желание и его деятельность была связана с Кришной, а это означает, чтобы это все было духовным. Prabhupada says material actually means forgetfulness of Krishna. Прабхупада говорил, что материальная деятельность означает забыть Кришну. And spiritual means remembrance of Krishna or connected to Krishna. Духовная деятельность это помнить о Кришне и связывать себя с Кришной. So in bhakti, there's a whole range of activities that one can perform, which is connected to Krishna. И в бхакти есть целый мир разной деятельности, которые мы можем совершать и которые связаны с Кришной. Simply instead of working for one's own benefit or the benefit of one's family or society, one first and foremost works for the benefit of Krishna or offer the fruits of one's activity to Krishna. Все, что нужно сделать, это вместо того, чтобы действовать ради собственного блага и блага своей семьи, нужно действовать так, чтобы плоды своей деятельности предлагать Кришне. That's like that's the first priority. But within that, by doing that, one can satisfy one's personal desires and also the needs of one's family or society. То есть это первый этап. И делая так, человек также может удовлетворить и нужды своей семьи, своего общества, действовать на благо общества. Simply doing everything in a Krishna conscious way. Просто если он будет делать все в духе сознания Кришны. And of course, there are also very important activities of sadhana in the bhakti process. Конечно, на пути бхакти есть также очень важная деятельность, это садхана. That is chanting the holy names of the Lord. Повторение святого имени Господа. And hearing from the bhakti scriptures like Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Слушание таких писаний бхакти, таких как Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гита. So those activities are recommended on a daily basis. И эти виды деятельности рекомендуется совершать каждый день. Well, depending on one's situation, one may be able to spend more or less time, but some time one should try to spend for hearing and chanting. И в зависимости от индивидуальной ситуации человека, он может больше или меньше времени этому уделять. Но какое-то время, по крайней мере, нужно уделять слушанию, повторению, воспеванию. So that gives a good basis of spiritual
knowledge and spiritual purification. И это дает очень хорошую основу для духовного знания, для духовного очищения. And the rest of one's activities, one can do them in a mood of service to Krishna. И всю остальную деятельность человек может совершать в настроении служения Кришне. And thus, he can lead a very complete life. Таким образом, он может вести очень такую полноценную жизнь. And satisfy all needs of the body, the mind, the family. Удовлетворять все нужды тела, ума, семьи. And thus, one can advance in spiritual life even while leading a normal life in this material world. И таким образом человек может продвигаться в духовной жизни, даже при этом ведя обычную нормальную жизнь в материальном мире. So, thank you. Hare Krishna. Some devotees have to go. Похоже, что многие преданные нужно идти на работу. Okay. Hare Krishna. Thank you very much. Grantaraj Srimad Bhagavatam Srila Prabhupade ki Nitai Gaura Preman. Okay. Any question? Вопросы есть? Что это такое? Bhakti. Pravesh means to enter. Правеша значит входить. So entering into bhakti. То есть вхождение в бхакти. Learning about. Учение бхакти. Более точнее, кратко разница между гьяни и йоги. Well, Jnani, they're speculating about the absolute truth and they generally want to merge into Brahman, give up the individual soul and merge into the Supreme Soul. То есть гьяни, они что рассуждают, пытаются размышлять о имперсональном буддийском брамане, пытаются слить свою душу с буддийским браманом. And yogis, mystic yogis, that is, they want to develop mystic powers. Мистические йоги, они пытаются развивать мистические силы. And often they also meditate on the super soul in the heart. И часто они также медитируют на сверхдушу в сердце. Исходя из обсуждаемого стиха, говорится, что нужно поклоняться сыну Нанди, не говорится, что там нужно поклоняться Кришне, вторым входом, да? Есть в этом традиция? Well, there's a little different because, I mean, Krishna, the son of Nanda Maharaj, is considered the original form of Krishna, and Krishna in Mathura is Vasudeva, is the, his expansion. They're not different, but Krishna of Vrindavan is considered the original form of the Lord. Да, разница есть в том смысле, что Кришна Вриндавана является изначальным Господом, изначальным Господом. А Кришна Мадхуры это Васуда, Кришна, то есть сын Васудевы, он является его экспансией. Они не отличны, в каком-то смысле, они не отличны друг от друга, но тем не менее Васудев Кришна является экспансией изначального Господа. And Krishna in Vrindavan, he's a cowherd boy. Кришна в Вриндаване он пастушок. But in Mathura, he's the son of a king. В Мадхуре он сын царя. So he's more in the Kshatriya role. Больше в роли кшатрии. That's a Krishna who speaks Bhagavad Gita. И это Кришна, который говорит Бхагавад-гите. But, they're almost same, but
little bit different of mood, you can say. Они почти идентичны, но, можно сказать, есть разница настроения. Different kinds of pastime. То есть разные лилы, разные игры. Я встретила недавно фразу, Шриле Прабхупада ее приписывают. Прокомментируйте, пожалуйста. Он говорит, что проблема моих учеников в том, что они считают, что я умер. Что я умер. Проблема моих учеников в том, что они считают, что я умер. This is something Prabhupada supposedly said after his departure, or what? Это что Прабхупада сказал после своего ухода или что? Не знаю, вот недавно встретила в интернете. Я очень удивилась этой I фразе. think this is some bogus. I think this is some bogus. I never heard this. Что-то вымышленное, выдуманное, я не слышал никогда этого. То есть это неправда, да? Вот оно, спасибо. На ВКонтакте появилась прямо на стене. No, we can find many, bona fide things on the internet. Ну, в интернете много неавторитетного, вы можете найти. So be careful. Нужно быть осторожным. There was Prabhu. He saw a dream after departure of Srila Prabhupada, and he was telling his dream here in front that he saw Srila Prabhupada in his dream, and Srila Prabhupada told him this. So, Рассказал про свой сон, что Прабхупада во сне ему сказал. yeah, well, I mean, that's his dream. I mean, we don't want to disrespect people, that's his dream, right? That's his dream. Это его сон. При всем уважении к Прабхупаде, это просто сон. That's not a authoritative, statement of Prabhupada. Не просто какое-то авторитетное утверждение самого Прабхупады. He just mentioned that he always lives in his instructions. It was the meaning. Yes, well, Prabhupada, yes. We shouldn't think that Prabhupada is dead. Он сказал, что мы всегда должны жить, Прабхупада сказал, что мы всегда должны жить в его наставлении. Да, Прабхупада и говорил, что мы не должны думать, что он мертв. He said, I'll never die. Он сказал, я никогда не умру. I'll always be present in my life. Я всегда буду присутствовать в моих наставлениях. Because the spiritual master has two kinds of presence, vani and vapu. Духовный учитель, он присутствует в двух формах, в форме вани и вапу. So vapu is a physical presence. Вапу — это физическое присутствие. And the physical presence does disappear from our vision. И действительно, физически духовный учитель, он может уйти, исчезнуть из нашего присутствия. But vani is his instruction, and vani, he's always present in his instruction with us. Но вани — это его наставление, он всегда присутствует рядом с нами в своих наставлениях. So, therefore, he doesn't die. Он не умирает в этом смысле. And that vani is more important than vapu. И это вани, оно важнее вапу. So yeah, if we forget the vani, if we don't follow the vani, then you could say that's like thinking the spiritual master is gone away. Да, то есть если мы забываем о ване, если не следуем ване, то это все равно, что думать, что духовный учитель ушел, умер. But if we follow the vani, the instruction, then the spiritual master is always with us. Если мы следуем ване, наставлениям, то духовный учитель всегда с нами. Even you're not Prabhupada's direct disciple, even you're a disciple of his disciple,
Даже если вы не являетесь прямым учеником Шрилы Прабхупады, даже если вы ученик его ученика, if you follow the Vani, если вы следуете Ване, then Prabhupada is with you. то Прабхупада с вами. Prabhupada and the previous acharyas are with you. Прабхупада и предшествующие ачарьи с вами. They're guiding you in your life. Они ведут вас в вашей жизни. Как можно развить веру в наставление? Following the instruction and associating with those who are following the instruction seriously. Можно следовать наставлениям и общаться с теми, кто серьезно следует наставлениям. By steady and attentive practice. Благодаря устойчивой и внимательной практике we can gain spiritual strength and conviction in the process. Мы можем обрести эту духовную силу и веру в процесс. Okay. Any other? Thank you. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur.